Всем привет. Сегодня у нас расклад на август. И если вы этот расклад видите, значит, я до сих пор паразит такой не вернулся. Но ничего страшного, расклады записываю, поэтому не боитесь. Приходите обязательно в проживание арканов, приходите в магический чат. В магическом чате вы найдете своих, если, конечно, молчать не будете. И приходите в манифест. В манифесте вы всему эзотерическому научитесь. Что такое проживание арканов? В закрепленном комментарии есть ссылка в описании к видео. Кратко, это психологические проработки, как вот есть же расстановки. Вот это намного сильнее. Вы свою жизнь можете перевернуть прям с ног на голову. Но в хорошую сторону. Приходите обязательно в эзотерическую библиотеку. Там сотни, там 900 с лишним аудиокниг и книг тех, которые читать можно. Есть очень редкие экземпляры, я их достал где-то за 15-20 тысяч. Вот, эзотерика, все, что связано с эзотерикой, от камней до таро, до рун и так далее. И самопознание, саморазвитие, книги, аудиокниги, все знаменитые там есть. Итак, я думаю, что хватит. Давайте начнем расклад. Итак, единички. Что ждет тебя в последний месяц лета в плане любви? Ну, знаешь, вот к концу августа ты вот окажешься там, где нужно будет определиться. Вот прям конкретно выбрать. И знаешь, что вот этот выбор, он некрасиво закончится. Ну, не в том смысле, что плохо для тебя, нет, а в том, что кто-то останется у разбитого корыта. И это будешь не ты. Вот смотри, как все будет. Сейчас ты стоишь, у тебя варианты есть, возможности есть, люди есть, которые вокруг тебя крутятся, но ты тянешь с решением. То ли обидеть кого-то боишься, то ли сама вообще не знаешь, чего ты хочешь. И август поставит тебя в такие условия, что вот, придется выбрать. И знаешь, вот, выбрать придется не между хорошим и плохим, а между двумя дорогами, которые просто ведут в разные стороны. И вот знаешь, что важно понять? Когда ты вот этот выбор сделаешь, будет очень тяжелый разговор. Но ни крики, ни истерики, хотя это тоже, да, будет. Это будет разговор, после которого кто-то уйдет. То есть человек, которого ты не выберешь, он попытается давить, манипулировать, обидные вещи тебе говорить, цепляться будет за старые вот эти, косяки, да? Вытаскивать что-то из прошлого, задеть тебя пытаться. Типа, если не со мной, то я тебе, как говорится, жизнь испорчу, да, настроение испорчу. И вот знаешь, тут самое главное для тебя, я имею в виду, это не вестись. Потому что соблазн будет прям огромный, чтобы начать оправдываться, что-то доказывать, спорить. Просто смысла в этом не будет никакого. Человек, он уже проиграл, и он это понимает. И все вот эти колкости, это будет как, знаешь, как вот последняя попытка сохранить лицо. Пусть выговорится, пусть уходит. Твое дело
остаться при своем решении. Понимаешь? Но знаешь, что вот меня радует в этой ситуации? Ты выйдешь победителем оттуда. Ну, вот из этого разговора. Ну, не в том же смысле, что ты там над ним возвысишься, он тебе кланяться будет. Нет. В том, что вот наконец-то ты перестанешь разрываться между вариантами. А это освободит кучу энергии, которую ты сейчас вот тратишь на вот эти метания. И еще один момент: после вот этого разговора не удивляйся, если начнут тебе сообщения приходить, звонки, попытки разговор вернуть. Игнорь. Прям игнорируй. Решение принято, дверь закрыта. Если начнешь опять обсуждать, опять объяснять, то просто завязнешь в этом болоте, ну, еще на полгода. Понимаешь? Август, ты знаешь, вот такой месяц, когда концы надо рубить. Не плавно расходиться, да, не постепенно отдаляться, а вот так вот четко, ясно и без возможности вернуться. Я знаю, что звучит это жестко, да, но иногда по-другому просто не работает. Ты ведь сама это знаешь. Ты сколько раз уже пыталась мягко все свести на нет, и каждый раз все возвращалось на вот эти круги своя. А к сентябрю ты будешь уже с чистым пространством. Один человек останется, другой уйдет, и ты выдохнешь. Потому что держать в голове несколько вариантов, ну, это как минимум это выматывает. Даже если ты этого не замечаешь. Что в плане денег в августе? Ну, тут знаешь, деньги приходить будут вот не совсем обычным путем. Не через зарплату и не через какие-то стандартные, да, подработки, да, тут включится вообще другое. Есть в твоем окружении женщина, она тебя старше. Или, ну, может, просто более опытна, да, в каких-то вопросах. Вот через нее что-то придет. Не в смысле, что она тебе денег даст, нет. Она скорее подкинет тебе идею, да, намысленно ведет. И ты сначала отмахнешься. Как подумаешь, ну, это такое, не моя тема, да? А потом через пару дней ты вернешься к этой мысли, и ты поймешь, что там есть куда копать. Что важно в августе с деньгами — это доверять и интуиции своей, понимаешь, внутреннему чутью. Звучит как хрень, да, но я тебе сейчас объясню. Вот смотри, у тебя в августе предложение будет. И что-то будет выглядеть очень привлекательно, в смысле на бумаге. И циферки хорошие, и условия вроде нормальные, да, люди адекватные. Но вот внутри что-то будет ёкать. Какое-то такое ощущение, что, ну, не надо туда лезть, да. И вот это ощущение, оно правильное. Потому что там реально что-то нечисто. Ты просто пока не видишь этого. И наоборот еще. Вариант появится, который, ну, мозгами, да, выглядит как говняшка. Вроде усилий много надо, да, и непонятно, получится или нет, риски есть, но при этом внутри спокойно. Даже немножко интересно, я бы сказал. Вот туда надо идти. Знаешь, а в августе у тебя вот чутье на деньги, оно работать лучше будет, чем обычно. Как будто вот радар денежный, да, у тебя на правильную волну включился. Вот это используй. Не надо сидеть с калькулятором и высчитывать каждую копейку. Просто, извиняюсь, просто прислушивайся к себе. К концу месяца, ну, ты получишь информацию, которая от тебя скрыта. Про деньги, про какие-то вот делишки. Может, кто-то проговорится случайно, понимаешь? Эта информация, она изменит все твое отношение к какому-то человеку. Но не скажу, что ты обрадуешься, но это будет полезно, потому что на основе вот этой картинки невозможно вот правильное решение принять. А тут картинка, как говорится, вот пазлик соберется, понимаешь? С деньгами резких скачков не будет. Ни богатства с неба не упадет, ни провалов не будет. Но вот будет заложение основы
для следующих месяцев, понимаешь? То есть ты поймешь, куда двигаться в плане денег, да, какие направления перспективны, а какие говняшка, так скажем. В плане работы, ну, все хорошо. Знаешь, вот у тебя последние месяцы ты работаешь, 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 а результата-то и не видно. То есть ты вкладывалась, там старалась, а взамен, ну, минимум взамен. Ну или вообще непонятно, есть ли что-то взамен или нет, да? Ну, я имею в виду для тебя. Так вот, в августе ты увидишь, что ты наработала. Причем увидишь в конкретном виде. Не похвалят, да, не вот это там абстрактное, да, признаем твоим заслуги, да, а вот что-то материальное. Это или премия денежная, или бонус какой-то денежный, да, или повышение зарплаты. То есть тебе будет то, что можно потрогать и в карман положить, да, и шуршать ручками в кармане. Надеюсь, что не звенеть. И до этого у тебя вот до августа, я имею в виду, дела медленно шли. Как будто ты вот в болоте. И вот в августе, как раз в конце лета, все двигаться очень быстро начнет. Прям реально быстро. То есть все, что тянулось месяцами, да, закроется там за неделю-другую. Вопросы, которые висели, они решатся сами собой. Понимаешь? Что делать? Не тормозить этот процесс. Когда все начнет ускоряться, не надо себя останавливать, за руки хватать и думать: «Это слишком хорошо, наверное, где-то есть подвох». Сразу скажу, подвоха нет. Просто, ну, пришло твое время вот этот урожай собирать, понимаешь? И вот знаешь, что интересно? Еще к концу августа ты вот почувствуешь себя, что ты там, где надо. Не в смысле там с кем-нибудь помиришься и так далее, нет. А вот в смысле ты ощутишь свою ценность. Ну, на работе я имею в виду. Тут ни гордыня, ни задранный нос. Хотя носик всегда держим к солнышку. Это вот про здоровое понимание того, что ты умеешь делать свое дело замечательно. Чуть мудом не сказал. И сейчас у тебя этого ощущения нет. Ты постоянно в себе сомневаешься. Еще и с другими себя сравниваешь постоянно. У тебя в голове: «Ой, моя соседка умнее, вон тот коллега, он тоже умнее, успешней». Вот август это, это какашечное, он из тебя это выбьет. Придет подтверждение твоей ценности, и ты успокоишься, перестанешь себя сравнивать со всякими людьми. И скорость, сразу предупреждаю, все будет лететь. Не пытайся контролировать каждую мелочь. Просто держи направление и дай вот этой реке себя нести. Потому что, знаешь, август не будет временем для вот этих людей, которые вот... Как они, блин, паразиты это как называются, забыл. Вот которые в алфавитном порядке надо выставить книжки. Забыл слово. Перфекционист. Вот, то есть вот август не для вот этого, не для перфекционизма, понимаешь? И не для вылизывания вот этих деталей. Лучше сделать 7 дел на 70%, да, чем одно дело на 100%. Это будет в августе. Я так никогда не говорил, но все-таки лететь все будет. Но ты будешь, как сказать, вы усталая. Вот так скажем, усталая ты будешь очень сильно, прям очень сильно усталая. А к сентябрю ты уже войдешь, в сентябрь я имею в виду, вообще в другом состоянии ты в него зайдешь. Будешь уверенной в себе, более спокойно про свою работу, про свои деньги. Лето, оно закончится на высокой ноте. Это не будет просто приятный бонус, это будет трамплин для твоей осени.
Потому что осенью понадобятся и силы, и ресурсы, и ты их как раз вот накопишь именно в августе. Поэтому работай, но не надрывайся. И про любовь, ну, получилось так, а что поделаешь? Жизнь она такая. Я вон до сих пор вообще не вернулся, поэтому мне он сердечко под видео отправь, если ты можешь. И если ты не подписана, обязательно подписывайся. Давайте перейдем ко второму варианту. Так, двоечки. Я не знаю, как вам это говорить, но тройка мечей — это предательство. Измена, предательство, сердечная боль. И я хочу вам сказать, что у вас все будет хорошо в плане любви. Но не могу, поэтому без обид. Я только читаю карты. Никаких других от себя я не придумываю. Тройка мечей — это измена, королева кубков, с кем он тебе изменит. Понимаешь? Он тебе изменит вот прям в августе. Женщина старше тебя, а он, знаешь, и ее как воспринимает, вот как заботливая мамочка. Понимаешь? Она его и выслушает, и всегда поймет, и всегда плечо подставит. Она мягкая, теплая, а сейчас ты заводишься и думаешь, вот дед паразита. Я прям чувствую. Но твой мужчина сейчас щеночком чувствует рядом с тобой. Вот объясню. Эта женщина, она уже есть на сегодняшний день в его жизни. Она не новая знакомая, не случайная у них встреча. Она где-то рядом. На работе, среди общих знакомых, подруга старая. Кто-то вот, кому он уже привык ходить, жаловаться на жизнь. И вот в эти вот его жалобы, они перетекут в постель. Но а как я тебе по-другому скажу? Вот ты сейчас, ты плохой, т.д. Ну аж как я тебе тройку мечей с королевы кубка? По-другому никак. Никак. Вот абсолютно никак. Расклад про него, и про него тройка мечей, королева кубков. Поэтому смотрим карты и говорим, ой, это не мое. Пусть это будет не твое. Знаешь, что самое противное? Что ты догадываешься об этом. Вот где-то на уровне жопы, ну, давай по-другому скажу, где-то на уровне интуиции ты уже чувствуешь, что что-то не так. Вот замечала, как он телефон прячет? Как там поговорить уходит в другую комнату, да? Как стал немножко отстраненным в последний месяц. Вот это оно. Эта женщина, она дает ему то, чего он от тебя не получает. Не компот, нет, сразу говорю, принятие. А такое безусловное, материнское, когда можно слабым быть и не стыдиться этого. Рядом с тобой он лицо держит, а рядом с ней расслабляется и маску снимает. Знаешь, сразу скажу, это не ты плохая, нет. И ты не недостаточно заботлива, нет. Это про него. Про его неспособность прийти к тебе и честно сказать, что ему нужна поддержка. Вместо, вместо этого он ее на стороне ищет. То есть, ну, давай объективно, типичный трусливый ход. К концу августа эта история наружу вылезет. Но не потому, что он признается, нет, потому что ты узнаешь. Случайно там переписку увидишь, кто-то проболтается, поймаешь их, может быть. И тогда самое интересное начнется. Он будет говорить, что это ничего не значит, просто она мне помогла, просто ты была холодной, далекой, я имею в виду так говорить будет, чтобы навязать тебе вину.
То есть, а он это попытается. Он попытается вину на тебя сделать. Типа, если бы ты была другой, то я бы никуда не пошел. На это сразу говорю, не ведись. Вот серьезно. Потому что это манипуляция. Взрослый человек, если ему чего-то не хватает в отношениях, то он приходит и об этом говорит, а не бежит к другой бабе за утешением. Вот честно. Потому что мы с тобой расклад не на пятилетнего ребенка делаем. Это взрослый мужик. Ну, август станет для тебя моментом правды. Увидишь его настоящего без вот этих масок, без прикрас, без оправданий. Тебе придется принять решение, что с этим делать. Оставаться с человеком, который при первой сложности там на сторону бежит, или уйти и начать заново. Я знаю, что это больно слышать, да, но лучше быть готовой, чем удар в спину неожиданно получить. Поэтому просто глазки открытыми держи весь месяц и следи за своими ощущениями. Что в плане денег, ну знаешь, все в другую сторону разворачивается. Пока вот в любви полный пипец, я слова подбираю как могу, вот в деньгах как раз прорыв. Мужик придет, сразу говорю, не любовник, не романтический интерес, а то, как только мужик в раскладе появляется, вы сразу говорите, что «Ой, это любовь моя идет». Это деловой контакт. Он, знаешь, такой матерый волчара, который вот в своей сфере крутится уже лет 20 и знает все скрытые ходы и выходы. Он уверенный, с голосом громким, с привычкой командовать. То есть это директор, ну или владелец какого-то бизнеса. Тот, кто привык, что его слушают, и это все выполняют. И вот этот человек в тебе увидит то, что, потенциал твой. Не как в женщине, еще раз повторяюсь, а как в специалисте, в партнере. И он предложит тебе в деле участвовать, которое денежки принесет. Только сразу говорю, не завтра и не через неделю, но вот к концу осени ты первые результаты точно увидишь. Слушай внимательно, что он говорит, потому что он умеет делать деньги прямо из воздуха. Он прям умеет превращать любую идею прям в этот работающий бизнес, понимаешь? И он этим навыком готов с тобой делиться, но не просто так, конечно. Ему от тебя что-то нужно. Нужно твои способности, твое время, твоя энергия, но вот этот обмен будет честным. Выключи у себя из головы, что ты с ним чего-то там сделаешь любовного. Нет, у вас не будет ничего такого. И знаешь, что важно? Не стесняйся вопросы задавать. Потому что этот мужик, он уважает тех, кто не боится глупым показаться. Он терпеть не может людей, которые кивают и вид делают, что все поняли, а потом косячат. Поэтому, если что-то непонятно, то 150 раз переспрашивай. Он это оценит. И в августе ты научишься чему-то новому. Что-то, что раньше ты вот считала сложным слишком, или не своим делом. И вот это новое, оно будет ключиком к твоей денежной свободе. Понимаешь? Фишка знаешь в чем? Раньше ты как зарабатывала? Руками и головой. То есть делала работу сама, получала за это деньги. А теперь тебя будут учить зарабатывать по-другому. Не трудом, а умом. Понимаешь? Не делая самой, а организуя других. Понимаешь? Для тебя это будет, конечно, непривычно. К концу августа у тебя прям появится четкий план. Не мечты, не хотелки, а конкретный план. Там первый шажок, второй шажок, третий шажок, и ты начнешь их делать. Медленно, но уверенно. Извиняюсь. Понимаешь? Деньги сами
не придут к тебе в августе. Они придут через обучение и через нового человека в твоей жизни, и через смену подхода к деньгам. Усилий, усилий, усилий много будет. В плане работы, ну тут, знаешь, вот ты в начале лета что-то бросила, какую-то работу, может, даже год назад, или человека, с кем ты работала раньше. А вот в августе вот это вернется. То ли позвонят, то ли напишут, то ли случайно встретитесь, тебе предложат вернуться на старую работу. Ну или сделать что-то вместе со старым коллегой. Понимаешь? И вот тут интересно будет. Ты ведь ушла-то оттуда не просто так. Причины были. Зарплата не устраивала, извиняюсь, надоело тебе там. Конфликт, нового захотелось. И вот эти причины, сразу скажу, они никуда не делись. Но обстоятельства изменились. И знаешь, что сложнее всего будет? Баланс держать. Потому что вот это предложение из прошлого, оно до хрена сил потребует от тебя и времени. А у тебя уже есть обязательства. Сейчас ты работаешь, вот этот мужик еще. И вот ты будешь разрываться между старым и новым. Август в плане работы это жонглирование. Да, все мы помним, чего карта это значит. Тут успеть, там не забыть, здесь сделать вовремя. Ощущение, что у тебя 4 руки, и все эти руки заняты. А выходные, даже выходные рабочими будут, понимаешь? Даже вечера. Но, знаешь, не вздумай отказываться от вот этого предложения из прошлого. Тяжело, да, придется крутиться, бегать, как белка на американских горках, да? Но именно вот эта связка старого и нового, оно тебе рост даст, которого ты ждала сколько времени. Прошлое принесет опыт и связи, которые ты уже наработала. Вот это важно. А новое принесет свежие возможности. А вот вместе это результат тебе даст, которого ты в одиночку, сразу говорю, не достигнешь. Понимаешь? В августе твоя задача на работе вообще простая. Не ронять, как жонглер, ни один мячик. Все, что в воздух подбросило, должно оставаться в движении. Только расслабилась, только решишь, что какое-то дело отложить можно, да, все грохнется и потянет за собой все вот эти остальные мячики. То есть август – это максимальная концентрация. Поэтому советую записывать все. Вот веди ежедневник, да, как я говорю, там напоминалки, списки делай. Потому что голова не удержит весь вот этот объем информации, который на тебя свалится. А к сентябрю станет легче. Часть дел закроется, часть войдет в привычный ритм. Но вот август надо просто пережить. Зубы стиснула и работаешь. Но зато будешь потом вспоминать этот месяц как вот поворотный момент судьбы. Понимаешь? Поэтому не раскисай, носик к солнышку и помни деда. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, привет. Что в любви тебя ждет? Знаешь, петрушка тебя ждет. Правда, шут он. Смотри, в августе ты прям влетишь в историю с мужиком на полном ходу. Прям вот не глядя под ноги. Знаешь, вот это такое вот состояние, когда ты думаешь, фигня война, почему бы и нет, да? Вот именно так ты в это и впишешься.
и сразу попадешь в разборки, потому что там ты не одна такая умная. Вокруг этого человека уже есть девушки. И они тебя не ждали. Ты для них, знаешь, незваный гость на празднике. Пришла без приглашения, еще и на лучшее место хочешь сесть. Знаешь, прикол в том, что ты сначала вообще не планировал ничего серьезного. Просто там пофлиртовать, повеселиться, настроение себе поднять, да? Легкое такое концелетнее приключение. А оно превратится в бой без правил. Там будет конкретная тетка одна, да, которая считает этого мужика своим. Они или бывшие, или у них просто сложные отношения. И знаешь, важно, что она начнет тебе жизнь портить. Вот не в лоб, нет, из-под тишка. Через общих знакомых, через соцсети, через какие-то мелкие подлянки. И вот тут у тебя будет выбор. Либо ввязываешься в эту войну, либо разворачиваешься и уходишь. Вот честно скажу, оно того не стоит. Мужик, за которого надо воевать с другими женщинами, ну, это не приз, это боль головная. Потому что даже если ты выиграешь эту битву, потом будешь все время, вот, как говорится, на стреме. А типа, вдруг появится другая конкурентка, вдруг он к той вернется, вдруг еще какая-то выползет. Понимаешь, в чем дело? Ты вот вошла в это играючи, да? А там оказалось минное поле. И тебе надо будет или, как говорится, сразу отступить, пока не подорвалась, да? Или играть по егошним правилам. Если честно, я на твоем месте бы просто ушел. Но ты не уйдешь, я тебя знаю. Тебе интересно станет, азарт включится. Типа, а почему это она думает, что он ей принадлежит, а я чем хуже? И вот этот азарт, он сожрет у тебя весь август. Ты будешь думать об этом чуть ли не 24/7. Понимаешь? Просыпаться, сразу телефон проверять, каждое его слово слушать, следить за страничкой его. Тут не про любовь уже. Это про победу, про эго. Про то, что ты хочешь доказать, что ты лучше. Ну а к концу августа ты получишь результат. Не скажу какой, но ты его получишь. Вопрос только в том, обрадуешься ли ты этому результату. Потому что иногда, когда вот получаешь то, за что ты воевала, понимаешь, что оно тебе нафиг не нужно было. Просто вот азарт глазки тебе закрыл. Ну, лето закончится с этой историей в активной фазе. То есть не законченной, не решенной, нет. Просто в разгаре событий. Что в плане денег? Красота в плане денег. Понимаешь, у тебя проект появится вот в команде. То есть не одиночное твое вот это плавание, а именно в команде. Тебя делают что-то вместе позовут. 3 человек, может 4, включая тебя, я имею в виду. И каждый со своим вот куском работы, своими навыками. И вот это совместное дело, оно денежки принесет. Но нюанс есть. Нужно будет решить, куда все это вести. Прям вот конкретно сесть и с направлением определиться. Потому что, знаешь, каждый потянет в свою сторону. Один хочет так, другой вот так, третий вообще непонятно чего хочет, и в итоге бардак. Твоя роль не последняя будет в этой команде. Тебя будут слушать. То есть твое мнение будет прилично весить. И вот в какой-то момент августа тебе вот просто придется взять инициативу, сказать: так, девчонки, или мы делаем вот это, или мы разбегаемся. Но денег сразу не будет. Первые недели они уйдут на вот эту притирку, планирование, созвоны, обсуждения. Ты просто от разговоров от самих устанешь. Захочешь уже что-то делать, а не языком чесать. Ну, терпеть придется. К середине месяца начнется какая-то движуха, да, ну, я имею в виду реальная работа, реальные результаты, денежки на горизонте. Но тут фишка знаешь в чем? Одна бы ты этот проект не потянула, понимаешь? Не потому, что ты слабая или тупая, нет, просто там нужны разные эти навыки.
Кто-то умеет одно, кто-то другое. И когда это все складываете вместе, получается продукт, который можно продать. Вот в августе ты поймешь, что работать в команде — это не твой компромисс и не вынужденная мера, это реально выгодней, понимаешь? Ты делаешь свою работу, другие делают свою, а на выходе результат больше, понимаешь, если бы каждый по отдельности работал. Но единственное, что все испортить может, это конфликты между вами. Потому что терки будут, без них никуда. Важно просто это близко к сердцу не принимать, и все. А к осени проект выстрелит. Не прям там огромными деньгами, но копеечка, как говорится, упадет. Что в плане работы? Ну, знаешь, ты уже знаешь, что надо уходить. Вот внутри себя, где-то глубоко, это решение ты уже приняла. Ты просто еще это вслух не признала. Вот август, он будет таким месяцем, когда ты перестанешь себя обманывать. Вот сейчас ты за эту работу держишься по инерции. Потому что менять страшно, потому что вдруг там хуже, потому что стабильность важнее, потому что все вокруг скажут, что ты дура, если уйдешь. И все вот эти причины в августе силу потеряют. Произойдет то, что окончательно тебе покажет, что тебе тут не место. Ну, не катастрофа, не скандал, нет, просто вот момент ясности. Сидишь такая, сидишь, и вдруг понимаешь, что хватит, я больше не могу тут находиться, меня аж тошнит уже. И начнешь готовиться к этому уходу, понимаешь? Тихо, без, извиняюсь, без хлопания дверью, просто вещички собирать начнешь. И к концу августа ты уже будешь одной ногой там, а другой здесь. То есть физически еще на старой работе, а головой уже в новой жизни. И знаешь, важно не торопиться тут. Не увольняться в никуда в этом эмоциональном порыве, которое дело денежное, оно может быть и не вечным. Вот август — это месяц подготовки. Собираешь информацию, прощупываешь варианты, заначку на всякий случай откладываешь. А реальный уход случится осенью, не в августе. Но внутренний переход, он произойдет вот именно в августе. Ты мысленно эту работу отпустишь, понимаешь? И это освободит кучу для тебя энергии, серьезно. Ты даже удивишься, сколько сил у тебя уходило, чтобы просто вписаться в эту работу, в этот коллектив, который тебе не подходит. Ну, понятно, тут август для тебя в плане работы — это месяц вот этого внутреннего прощания. Ты еще ходишь туда каждый день, да, но ты уже, как говорится, не здешняя, уже немножко чужая. Но это нормально, понимаешь? И к сентябрю ты будешь готова к переменам не просто на словах, да, а реально готова. С планом, с запасным вариантом и с пониманием, как говорится, куда дальше идешь. Тут, по сути, мне говорить-то больше нечего. Обязательно подписывайся на канал. Если ты видишь впереди еще премьеры, значит, я пока еще не вернулся. Конечно же, приходи в проживание арканов, пока оно доступно. И помни, что я всегда рядом.